Русская душа? Да. Слушай, даже не могу сейчас ответить. Ассоциации. Что приходит на ум? Не знаю. Честно. Не знаю. Доброта, там, мужество, вот что-то из серии. Отечество, наверное. Отечество. Да. А мы с ней рождаемся? С отечеством? Да. Ну, я думаю, что да. А допустим, те люди, которые уехали из России, у них остается эта душа, или они часть души, может быть, теряют? Как вот обрелись эту вот душу, вот как ее? Ну, я лично считаю, что они уехали, но у них все равно что-то русское остается. И они очень сильно жалеют, что уехали и предали в тяжелую минуту родину. Владимир Владимирович Путин самый лучший президент на вселенной. Удачи. Вам всего хорошего. Что такое для вас русская душа? Водка, березы и баня. Да. Русская душа, она и есть русская душа, и это необъяснимо. Ну как понять, она есть, вот у русских она есть, а у других нету, или как получается? Как вы считаете? Ну, душа, она у всех есть. Да. Дело в том, что... Кроме американцев. Как эта душа воспитана. То есть это больше зависит от воспитания, да, или как? Это или мы рождаемся с этой душой? Откуда она берется? От территории, от нашей, где мы рождаемся? Обязательно это воспитание. Это, наверное, очень воспитание, глубоко. Да. Это, наверное, от воспитания, да, все-таки? Нет, это что-то, наверное, глубже. Это где-то оттуда издалека. Как определить? Вот у человека есть русская душа, значит, он какой? Ну вот есть русский. Значит, он русский. А какой вот с русской душой это что значит? Не знаю, добрый, сочувственный, какие-то синонимы. Обязательно, да. И добрый, сочувствует, и ну, когда надо, уже выступит по полной программе. Долготерпеливый. Терпеливый. Русская душа. Да. Не знаю, но мне кажется, что это наша природа, наши храмы, которые построены, наши виды прекрасные, наши 4 времени года, которые так вот меняются друг с другом. Наверное, и русская душа — это что-то прекрасное внутри каждого русского человека. А как вы считаете, что-то необычное? Что-то необычное, на самом деле, определенно. Вот да, вот просто есть понятие, для всех это как будто бы мистика и секрет. Что, вот мы с ней рождаемся, откуда она берется, может быть, от воспитания? Ну, наверное, это генетически заложено в нас, в русском человеке и в русском народе, естественно. С дальних, еще с тех времен, когда, я не знаю, там все это зарождалось, начиналось, наверное, это все оттуда, с наших предков, которые нам это внушали, воспитывали нас, в том числе и вот. Ну, это и традиция, и по наследству, и, в том числе. И генетически, в общем, конечно. Такой вот целиковый образ. Да, да, однозначно. Русская душа — это родину любить. А? Родину любить, воевать за нее. Это все. Я это делал. А как понять, она есть у человека или нету? Или она у всех русских от рождения бывает сразу? Ну, я думаю, что душа есть. Хотя я глубокий атеист. Душа дается от рождения. Сердце одно, душа другая. Душа — это менталитет, я считаю. То есть от воспитания, да, она, получается, идет больше? Получается, что и душа у всех разная, потому что воспитание у всех разное. Конечно. Душа разная. Если у меня все предки со времен Ивана Грозного служили, воевали, то, естественно, я такой, сын у меня такой, внук такой. Это уже душа передается по наследству. Отец участник штурма Рейхстага. Я 34 года в армии служил. Уволился в звании полковника. Сын подполковник сейчас тоже заканчивает службу. А внук будет поступать в артиллерийскую академию. Продолжаем род, душу нашу. Что это значит? Она есть на самом деле? Не знаю, для вас она есть или? Для меня ее нету. Для вас ее нету. Русская душа – это русская душа. Вот как ее определить и понять? Русская душа наша добрая душа. Люди русские, они
гостеприимны, они угощают всегда, они ждут гостей. Если гости пришли, они угостили гостей, никогда не отказывают ни в чем. Если их попросили помощи, они не отказывают. А вот скажите, мы с ней рождаемся, или она все-таки идет от воспитания, или она автоматически есть у нас у всех у русских? Ну, может, по наследству передается. Как? По крови или как? Ну, наследство по ДНК передается вообще-то. А если, допустим, мулат какой-нибудь приехал в Россию, он здесь родился, да, вырос, и вот он стал таким же гостеприимным и дружелюбным. Ну, можно считать, что он приобрел? Он приобрел, конечно. Он смотрит на поведение русских, и он приобрел. Это, конечно, это приобретенный, как считается, приобретенный иммунитет. Так, приобретенный навык, как бы, жития в России. Так я считаю. Что такое русская душа для вас? Сложный вопрос. Фиг его знает. Метафоры, что приходит на ум? Алкоголь. Вот, отлично. Уже был такой вариант ответа. Русские народные танцы. Ага. Все, вот с этим ассоциируется русская душа. Ага. Танцы. Что такое бегу. русская душа? Это что такое? Ответьте, ответьте. Очень важно знать для вас. Самоотверженность. О, прекрасный ответ. Вам все хорошо. Баня? Баня? Ну, баня. В том числе? Нет, мужество. Мужество. Отвага. Отвага. Защита. Защита. Честь, да? Ну и все. Все прекрасно. Что-то, наверное, что-то внутри русского человека. Только русского? Соответственно. Ага. Ну, как-то так, наверное. А как его вот отделить от всех других? От наш менталитет. Менталитет все-таки, да? Ага. Ну, вот наш менталитет. Ну, вот такие. Да. Другие так не живут. То есть русская душа – это менталитет? Ну, да, наверное, это мое мнение. Русская душа. Да, первое, что приходит на ум. Русская душа – это когда защищает свою родину. Это душа. Никак не исследуешь. Ага. Я так думаю. А душа у каждого есть. У каждого. Потому что Бог дал живую душу. Живая душа. Вот, а русская душа или какая, это зависит от человека. Если он принял Иисуса Христа, прекрасная душа у него. А если он не принял его, еще ходит во тьме, нет у него прекрасной души. Ну, то есть нет разницы, она как бы русская, не русская? Нет, главное, с Богом или нет. Русская душа. Вот наша. Ну, у нас душа, слава Богу. Да. У нас русская Россия, душа. матушка наша. Это что такое? Ну как это что такое? Русская душа самая хорошая, добрая, потому что русская душа никогда никому не хотела зла, а только добра. Это русская душа. А как ее описать? Мы с ней рождаемся, она есть ли у всех русских? Либо, допустим, у тех, кто уехал, их уже ее нету. Как можно это определить? Ну уж это надо их спросить, есть у них эта душа или нет. Но если у них была настоящая русская душа, они бы не уехали. Вот я так считаю. А вот мы с ней рождаемся, откуда она берется? Если мы тут выросли всю жизнь. Вот мы все в деревне родились, из деревни в город переехали. Мы уже полюбили это все. Леса, реки, озера. Все, это все наше. А что мы туда приедем, в чужую страну? На что опираться? Это Бог любит нас, мы любим Бога. Ну, русская душа, она безмерная. Ну, наверное, таких, как нас, нет. Мы единственная нация, у которых такая душа. Она сначала разворачивается, потом сворачивается. Вот и все, безмерная душа. А вот я пытаюсь исследовать вот это, вот как объяснить это другому человеку? Вот как бы объяснили, что у одного есть эта русская душа, ну вот, допустим, у тех, кто уехал, ее нет, значит, они не считаю, русские. да. А? Ну, считаю, да, что нет. А вот как вот донести до человека ее смысл? Ну, это
впитывается, наверное, с детства. Я в Советском Союзе родился. Я много чего повидал в своей жизни. Поэтому для меня русское — это все русское, не чужое. И для меня оно так и останется до самых конечных дней моих. Ну, как бы вы описали, что вот у человека, допустим, есть русская душа, это значит, он какой? Ну, помимо того, что вот он русский, это как? Ну, русский он... Они добрые, они отзывчивые. Ну, всем помогают, ну, как обычно. Кто-то нападает, кто-то помогает. Америкосы давят, а мы наоборот. Везде и всюду наша помощь. Поэтому мы добрые люди.